Всем привет, на связи Денис, и сегодня я в одном видео отвечу сразу на несколько вопросов, касающихся громкости. Про баланс громкости в миксе мы уже поговорили, и многие стали спрашивать в комментариях под моими видео или в личных сообщениях дополнительные вопросы, касающиеся громкости. Например, вот Сергей Захаров спрашивает про громкость до и после компрессии, про красный уровень на мастере. Также Андрей Dream 51 спрашивает про headroom, то есть запас по громкости перед мастерингом. В какой уровень установить кик, чтобы был достаточный запас громкости, от которого потом уже выстраивается баланс всего остального микса. Поэтому давайте разбираться. Вообще вся эта тема по-английски называется gain staging. Что значит gain staging? Gain означает, по сути, громкость, да, то есть усиление, громкость, мощность сигнала. Stage — это стадия, и получается громкость на разных стадиях. Имеется в виду именно оптимальный уровень громкости, не слишком тихий, что делает его ближе к уровню фонового шума, и не слишком громкий, что делает звук ближе к тому порогу, после которого уже звук начинает разрушаться, искажаться. И эта тема, она особенно актуальна в аналоговой среде. В цифровой она не настолько актуальна, и чуть позже в этом видео я расскажу, почему. Сейчас рассмотрим именно оптимальный уровень громкости до и после компрессора. Вот, допустим, у нас есть такой луп. И мы хотим к нему применить компрессию, чтобы сократить динамический диапазон, разницу между самым громким и самым тихим хлопками. Давайте выведем это на первый канал микшера. И сюда повесим компрессор, встроенный во Fruity Limiter. Повысим ratio, то есть отношение, в котором будет сжиматься звук, и опустим порог, после превышения которого звук начнет сжиматься. Вот мы видим визуально и слышим работу компрессора. Он срабатывает, когда звук по громкости превышает данный порог. Давайте экспортируем, чтобы не только услышать, но и увидеть результат. Вот то, что у нас получилось после компрессии. И мы здесь видим, что самые громкие пики, они уже не настолько громкие. То есть они подверглись компрессии. А тихие участки остались такими же, как и были. Вот наложим для сравнения. Вот слева мы видим то, что было, справа то, что получилось. То есть те удары четные, получается, которые не достигли порога срабатывания компрессора, они и не сжимались по громкости, не становились тише. А те, которые превысили порог, стали тише. Что будет, если громкость этого сэмпла уменьшится? Вот давайте его громкость сделаем тише. Теперь громкость почти всего сэмпла не достает до порога срабатывания. И мы слышим, что только два самых громких хлопка подвергаются компрессии. Ну и если мы это дело экспортируем, естественно, мы то же самое и увидим. Вот, разумеется, здесь все стало тише, потому что мы сделали тише сэмпл, но если вы выполните нормализацию, да, восстановить громкость до максимальной, то мы видим, что динамический диапазон не сократился, то есть у нас практически тот же сэмпл, который был изначально. То есть, по сути, компрессор не работал. Это как раз тот самый нюанс, тот самый случай, когда gain staging важен. То есть если мы настроили компрессор, а потом изменили уровень громкости до компрессора, значит, надо перенастраивать компрессор, потому что, хотя бы перенастраивать порог срабатывания. Либо, если нам надо поменять громкость этого канала
на котором уже есть компрессор, надо делать это после компрессора. Ну, вот в частности, если мы будем менять громкость фейдером на канале, это громкость после всей цепочки обработки. То есть это нам подходит. Можно, кстати, использовать вот эту ручку Gain встроенную. Она тоже управляет громкостью после компрессии. Теперь рассмотрим еще один случай. Вот представьте, что у вас здесь целый микс, то есть много инструментов, и уже выстроен какой-то баланс громкости между ними. Вот, то есть уже, в принципе, вы настроили баланс в своем миксе, потом решили у какого-то звука немножко сократить динамический диапазон и повесили на него компрессор. Что произойдет с громкостью этого звука? Вот, давайте сейчас отключим компрессор и послушаем, и посмотрим на анализатор уровня громкости. Вот, у нас пиковые значения громкости доходят чуть выше минус 3 дБ. Ну, средний уровень где-то минус 6, да, там от минус 9 до минус 3, вот пиковые значения скачут. Теперь включаем компрессор и видим, что у нас пиковые даже значения стали на уровне минус 9, а средние и того ниже. То есть компрессор работает, но при этом у нас разрушился весь баланс микса. Ну, сейчас мы слышим только один инструмент, но представим, да, что у нас целый микс, и все инструменты отстроены по громкости относительно друг друга. И получается, что мы добавили компрессор, и нам надо уже баланс перенастраивать. Чтобы уровень после компрессии остался прежним, нам надо компенсировать эту потерю громкости, и для этого как раз и есть здесь ручка Gain. В других компрессорах тоже есть аналогичные ручки, они могут называться по-разному. Например, в компрессоре от FabFilter есть ручка Wet Gain, то есть громкость после обработки. Есть Output Level, Input Level, то есть Input это на входе компрессора, Output это на выходе, как раз чтобы компенсировать вот эти изменения в громкости. В каких-нибудь эмуляциях железных компрессоров, например, вот 1176 компрессор, тоже есть input, который мы повышаем, пока компрессор не начнет срабатывать, и потом output мы компенсируем изменившуюся громкость. То есть везде это в принципе есть. И вот мы повышаем gain, пока громкость не восстановится до тех значений, на которых она была до компрессии. Теперь можно отключать и включать компрессор и слушать именно компрессию, да, а не изменение громкости. То есть у нас и до, и после компрессии теперь будет одинаковый уровень, но звук станет просто плотнее после компрессии. Таким образом и следует настраивать компрессор именно в плане громкости. Вот теперь, что касается хедрума и клиппинга именно в цифровой среде. В аналоговой среде, понятное дело, рекомендуется придерживаться уровня минус 18 дБ, потому что это средний оптимальный уровень, то есть он не слишком низкий, когда уровень полезного сигнала приближается к уровню фонового шума, и не слишком громкий, когда сигнал уже будет искажаться. К различным эмуляциям аналоговых устройств это тоже относится, в принципе. Ну вот возьмем, допустим, эмуляцию Fairchild компрессора от Waves. Вот здесь есть как раз этот переключатель 60 Гц, 50 Гц, то есть шум от наводок цепи электропитания здесь тоже воссоздан.
И вот в данной эмуляции, хоть это и программный плагин, здесь имеет смысл подавать на него оптимальный уровень минус 18 дБ. В остальных случаях, если мы просто имеем дело с программными плагинами или просто имеем дело с громкостью внутри микшера FL Studio, совершенно не важно, если у вас на каналах где-то возникает клиппинг. Вот возьмем другой сэмпл и сделаем его здесь максимально громким. Сделаем его максимально громким также здесь. Вот мы видим, что заходит в красную зону сигнал. Но если на мастере у нас будет висеть лимитер, громкость опять опустится и не будет превышать 0 дБ. И при экспорте все будет звучать нормально. То есть не происходит необратимых изменений, когда мы работаем в цифровой среде. Вот давайте проведем такой эксперимент. Повесим сюда еще несколько усилителей громкости. То есть вот вроде balance на полную выкрутим и еще раз его добавим. И еще раз его добавим. И еще раз его добавим. То есть мы в несколько раз превысили 0 дБ. То есть сделали намного громче. Вот мы видим, просто уперлись в потолок. Но тем не менее лимитер опускает обратно наш уровень. И мы не слышим сигнал искаженным. То есть необратимых изменений не происходит. Если убрать лимитер, почему? Потому что в цифровой среде мы работаем с огромным запасом по громкости как в плюс, так и в минус. И все вот эти вот красные индикаторы сделаны только для того, чтобы нам подсказать, за какую черту не надо заходить, чтобы не было искажений при экспорте в более сжатые форматы. Например, вот смотрите, если мы экспортируем это все без сжатия, то есть в максимальном качестве, давайте отключим лимитер. Все вот у нас сейчас дико клипует. И мы это дело экспортируем. Но в максимальном качестве. То есть у нас здесь 32 float. Это максимальное качество без какого-либо сжатия. Экспортируем. Ну и как раз вот в этом максимальном качестве, в 32 бита, работает любая программа для работы с музыкой. Хоть FL Studio, хоть Ableton, хоть Logic и так далее. Внутри программы у нас звук идет вот с таким качеством. Вот он, казалось бы, экспортирован вот таким, да, то есть полный кирпич, и звучать это будет ужасно. Если выполнить нормализацию, мы видим, что на самом деле это ничего не отрезалось, то есть в кирпич он не превратился. Просто все это в масштабе увеличилось, да, и мы видели только вот какую-то часть, но вся информация сохранилась, она не потеряна безвозвратно. И вот мы сделали нормализацию, и у нас исходный файл. Но все это, как вы понимаете, работает только в самом максимальном качестве. Вот, если такой клипующий сигнал мы сохраним хотя бы даже в 24 бита, все, здесь у нас уже произошли необратимые изменения, и никакая нормализация нам уже не поможет, и звучит это как раз... Вот, это уже необратимые изменения. О чем это все нам говорит? До того, как вы экспортировали, пока вы работаете внутри программы, никакой клиппинг вам вообще не страшен, это все обратимо, и здесь у вас громкости могут хоть зашкаливать. Главное, чтобы у вас на мастере стоял какой-то лимитер, который обращает вспять, да, все те превышения, которые вы допустили, и ограничивает их как раз 0 дБ, чтобы уже на мастере все выше нуля не поднималось. Надеюсь, что объяснил наглядно. Если вопросы какие-то все-таки остались, задавайте их в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк, поделиться им с друзьями, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под видео. На этом все, и до новых встреч в новых видео.